Здравствуйте, давно не слышались. На самом деле такая жуткая октябрьская погода уже неделю стоит. Вроде бы конец мая, разгар белых ночей, а темно уже с 10 вечера, как ночью. Температура до нуля опускается и поливают осенние дожди. Ветер сильный. Все, что расцвело, померзло. И на самом деле никому и дела нет. Ходят, как ни в чем не бывало. Никого не смущает, что уже июнь начинается, а весны как не было, так и нет. И еще будут уверять, что все на самом деле нормально, и так было всегда. И ночи белые по-прежнему есть, в их воспаленном сознании, видимо. И холодно так бывало. Никогда. За мои 50 с лишним лет такого мая не было ни разу. А еще раньше, я полагаю, тем более. Поэтому даже поснимать ничего красивого пока нет. Вот блошиный рынок я тогда и снял, но больше туда не хочу. Думаю, вы тоже. Поэтому хотя бы вот покажу то, что успел снять на той неделе до сильного похолодания. Это обычный поход к белочкам. Парк по-прежнему какой-то весь голый и хилый, но хоть немного покажу, а дальше отправимся с вами в пригород, за Ольгино. Навестим наших ремок и Филю. Это вот дерево, которое вы видели и сейчас видите, то самое, с которым я общаюсь. Оно очень-очень старое и видело очень и очень многое. Жаль, я его не могу слышать, но каждый раз касаюсь его рукой, здороваюсь, делюсь порой мыслями, иногда прошу помочь. Ну да, мы, люди, всегда не стесняемся обратиться за помощью к ним. А вот животные, птицы, те же деревья и стесняются, и просто не имеют такой возможности. А это орешки в новой кормушке. На самом деле повесил 2 новые, но вот белочек заснять так и не получается. Нет никого. Но хотя бы остаются скорлупки, значит, все-таки какой-то прок от моих хождений есть. Когда будет погода получше, я обязательно сниму поподробнее про этот парк. А пока вот едем навестить могилки наших ребят. Рема 2, Рема 3 и котопесика Филю. Это вот бывший проспект Смирнова, так он назывался в советское время, а теперь Ланское шоссе. Вместо этих деревьев по краям дороги раньше росли тополя, но в конце 90-х их объявили вредными сорняками, если помните, и у нас повырубали просто все тополиные аллеи. На самом деле, благодаря именно тополям всегда был чистый воздух, потому что именно они его и очищали. Но получается, нелюди еще 30 лет назад стали всю среду обитания портить под себя. И теперь нам даже дышать нечем. Кислорода в воздухе просто минимум. Ну, эту позорную рекламу, которая только что промелькнула, висящую на каждом шагу, вы наверняка и у себя видели. Когда-нибудь она станет вещественным доказательством. А это уже улица Савушкина. Тут в основном такие вот 2-3-этажные домики, которые строили пленные немцы-фашисты. Так бы и строили гады до своей смерти, но Хрущев их всех отпустил. Кстати, на этой улице и жил Волька ибн Алеша. Двор его дома в Старике Хоттабыче располагался именно на этой улице. Сейчас мы, кстати, проедем и мимо здания новодела, в котором первоначально сидели так называемые ольгинские тролли. Те, которые и строчат за миску доширака все эти запутинские комментарии, поливают всех грязью и тому подобное. Вот сразу за этим домиком вот это вот здание, вот здесь вот они и сидели. Потом их перевели в Ольгино. Там у них был уже свой персональный домик. И, к слову, тоже хотел заснять и вам показать их логово, но, похоже, его уже снесли. И теперь они сидят где-то покруче, видимо. Судя по тому объему мерзости, что теперь и вовсе накрывает грязными волнами весь интернет. А вот эта сталинская красивая постройка слева была проектным институтом первого главного управления при Совете министров СССР, а позже Всесоюзным проектным и научно-исследовательским институтом комплексной энергетической технологии. Ну а дальше пошли новоделы, один уродливее другого.
А вот там вдалеке виднеется Лахта-центр, или как его называют в нормальном народе, Газпром Елда. Двуногим она очень нравится, и они любят на фоне ее фотографироваться. Кормить буржуев, посещая экскурсии по этажам этой уродливой башни из стекла и не пойми какого металла. Это слева буддийский храм, я на обратном пути о нем подробнее расскажу. А что до Газпром Елды, я бы ее снес к чертям, потому что и сама по себе уродство, и вокруг нее. Впрочем, дальше вы и сами увидите. Все, абсолютно все, что строят в постсоветское время, это бездарно, безвкусно и почему-то похоже на груду стекла и металла, которые совершенно не радуют глаз и скорее угнетают. Этот район вот тоже застраивали уже больше в постсоветское время. Некоторые дома тут есть с советской эпохи, но достаточно мало, а в основном уже все новодел. Громоздкий, неуклюжий, похожий на свалку. Я помню времена, когда это была окраина города. Просто шла уже трасса, а на месте нынешнего нагромождения этой вот стеклянной башни и прочего имел место быть лишь пост ГАИ. Раньше, помните, на каждом въезде в город был военизированный пост. Мало ли преступники или еще кто, чтобы не вошли и не вышли, если уж проникли. Ничего этого давно нет. Раисия, проходной двор. Здесь теперь охотятся только за своими коренными гражданами. И вот эта улица Савушкина заканчивается и переходит в Приморское шоссе. Справа тоже все застроили этими ужасными кварталами, новостройками, человейниками. Ну а слева вот это Газпром Елда. Просто нагромождение, какие-то вот эти вот все кольцевые дороги, какие-то навешали сверху, видите, мосты. Ужасное впечатление, просто угнетающее для нормального человека. Ну вот что это? Ужас. И все завалено там, какие-то вот там и мойка, и еще чего-то, хлам какой-то. Поэтому мы вот с Инной добрались до ребят. Тут хотя бы потише. Тут дикий лес, скажем так. Хотя он поредел там, где был густым, и наоборот, теперь там, где были свободные поляны, теперь все ужас как заросло. Все муравейники пропали, а их тут было много больших. Это место теперь абсолютно не узнать, и каждый раз словно ищешь его заново. Сама природа помогает времени заметать следы тех, кто жил здесь, был здесь, ходил здесь. Так ни от одного из нас не останется ни следа, ни памяти. Вот обратите сейчас внимание на то, что видите. Но в самом деле заросли. Лес, пусть и не такой густой. Сложно себе представить, что 20 лет назад здесь все было иначе. Песок и солнце, день чудесный. Впрочем, убедитесь сами. На кадрах, которые вы сейчас увидите, мы на том же самом месте находимся. Вот приехали тогда навестить еще второго нашего Рэмку. Вообще, как будто в другом месте находимся. И 15-20 лет назад таким оно и было. А потом как-то резко все стало меняться буквально на глазах. Но мы продолжаем навещать ребят, пусть уже и не так часто, как когда-то раньше. Вот их могилки. Мы их сильно не выделяли, только чтобы обозначить и для себя, и для тех, кто мало ли будет искать место для захоронения любимца. Странным образом, много лет назад именно здесь стало разрастаться стихийное кладбище домашних любимцев. Мы были, по сути, первыми или одними из первых, а потом нашими надгробиями были просто несколько больших камней, чтобы не привлекать внимания. Но многие стали устраивать слишком уж пышные погребения с памятниками, оградами, и это не осталось незамеченным. Ведь не секрет, что двуногих тварей очень бесят все животные. Именно от них идет постоянный вой, как где-то их прямо растерзали, искусали и нагадили им на голову. В общем, кто-то стукнул, и однажды мы приехали и застали такую картину. Все обозначения были снесены, все сравняли с землей. К счастью, хоть не перекопали.
Поэтому мы так по-прежнему скромно и обозначаем, чтобы и самим найти, и другие сразу поняли, что здесь уже лежат наши ребята, и надо искать другое место. Вот это могилка второго Ремки. Вот это могилка третьего Ремки. А вот выше могилка Фили, нашего кота-песика. Вот. А ниже тут чуть-чуть еще вот Инина собачка, девочка, ротвейлер, Беатриса. Вот здесь она. Так что вот 3 мальчишек и девчонка. Вот здесь все было кустами ограждено, но теперь очень стало голым. Надо вот, мы думаем, что-нибудь посадить. Среди вот этих сосен, может, что-то еще хвойное. Как-то оградить, чтобы... Ну, пускай будет опять тихое такое место. И вот опять мы идем здесь. Вот все было тут. Простор, вы видели. Песок. Не было вот этих всех деревьев впереди. Все было такое песчаное. Сколько вот здесь вот фотографий, видеокадров, которые, возможно, вы видели. Я выкладывал на канале Дневника. Вот ничего вот этого не было. Так быстро все выросло, заросло. И вот здесь вот мы поднимались вот так. Проходила дорога. Вот эта вот дорога, мы выходим на нее. Она как бы вот шла оттуда вот справа. Проезжали машины там. Вот дорога. Мы ходили тоже. Ну где она? Просто все заросло. И сюда тоже уже дорогой не назовешь. Даже тропинки в принципе нету. Так что вот так вот очень сильно все просто изменилось буквально на глазах. Сюда мы приезжали с июня 1998 года. Место захоронения выбрали случайно. Сначала проехали дальше этого места по трассе. Вышли также в лесу, но там у нас сломалась лопата, когда стали копать. Вернулись, взяли у кого-то в гаражах по дороге лопату, а обратно возвращаясь, остановились на этот раз именно здесь. Здесь был песочный солнечный участок, а сбоку среди кустов и хвои пятачок, где мы похоронили Ремку. Теперь это место не узнать, как вы видите, кусты и хвоя просто погибли, зато все пустые песочные полянки заросли всем подряд. Вот эта дорога, которая тоже была на кадрах, по которой бывало и машины там проезжали туда дальше, устраивали пикники, а мы здесь вот гуляли. Уже когда приезжали с третьим Ремкой, гуляли здесь вот с ним. Папа тут грибы еще собирал там вот правее дальше. Видите, даже маленькая просто тропка, даже не тропа, не то что уж дорога. Поэтому там такие заросли. Мы, в общем-то, развернулись, дальше не пройти, пошли обратно. Ну вот сколько здесь было исхожено за эти уже почти 30 лет, 28, да. Вот с мамой последний раз мы были здесь ровно 2 года назад, 21 мая. После чего она и сказала, как здорово, что мы успели ко всем съездить. Вот тоже такая фраза, как будто предчувствие. Последнему нашему Ремке, с которым мы сюда приезжали навестить нашего второго Ремку. Очень нравилось здесь ему гулять. Очень он здесь был в таком хорошем расположении духа всегда. Ну, поэтому здесь же мы потом его тоже и похоронили. Да, вот так вот сегодня ты здесь бегаешь радостный, счастливый и здоровый. А уже завтра тебя нет. И это место оказалось просто местом упокоения, местом памяти. Ну а когда никого не останется, то уже будет просто место в лесу. Сейчас так смотришь, вот даже то, что вы там были, вот не верится, что все это было с нами. Что все вот мы были здесь, потому что непонятно, где они теперь. Все равно с этим не свыкнуться, это
не осознать до конца. Тем более, когда, в общем-то, все уходят не старыми, а вот так вот вдруг. Так что, ну вот солнце, видите, все-таки еще было, светит, как когда-то, а все остальное совершенно не такое. Я вот даже для примера вам просто сейчас чуть позже покажу те кадры, может быть, кто-то не видел, просто насколько огромная разница. Ну вот мы еще раз тут немножко прибрали, привели в порядок ремка, другой ремка, Филя. Вот Филя мы хоронили в 2015 году в декабре. Это вот последний. Ремка третий в 2004, а Ремка второй в 98 году. И в 2009 похоронили Беатрису. А теперь просто посмотрите.
вот это мы уже едем обратно. Но тоже все застроено теперь вдоль дорог. Тут раньше был либо лес, либо такие еще избушки деревянные. Ну, какие-то деревни были. Сейчас все это уже сметено. Тут чего только нет. Какая-то вон поликлиника, не пойми какая, на трассе. Так что, в общем-то, даже показать теперь нечего. Раньше было как-то больше всего живописного такого. А теперь вот только эти вот какие-то постройки. Ну вот церковь, естественно, оставили. Как же сейчас без церквей? Так что... А все остальное, в общем-то, уже совсем не такое. Но химтрейлы там, видите, мало. Один только след. Обычно в это время у нас все исполосовано. Вот немножко осталось там домиков каких-то от тех деревушек. Ну вот кто-то тут фундамент уже новый выкладывает, видимо. А есть вот такие старые еще. Обветшалые. Но вроде как бы там живут. А что делать? А вот опять теперь это уродство поближе просто, чтобы вы увидели. А то, может быть, вам будут говорить, что это такой феноменальный туристический объект. Нет, вон там Хавал, тут вам мойка, и тут же вам это вот Лахта-центр. Ужасно, ужасно. Что тут может нравиться, я не знаю. И кому такое в голову пришло, такой формы и все это. И вот странно, почему все эти БПЛА не летят в такие объекты. Казалось бы, сам Бог велел, но... Ну, естественно, власовские флаги. Так все здесь запоганили, что вот даже Финский залив вам не показать отсюда. Раньше было, мы ехали как бы по берегу Финского залива. И можно было бы показать. Как раз красивые просторы. Вид на стадион имени Сергея Мироновича Кирова, которого тоже уже нет, снесли. И построили там вот эту Газпром-арену. Так что все тут уже вот в таком вот виде. Не знаю, мне это все абсолютно не по душе. И находиться даже вблизи всего этого противно. Стекло, там что там, алюминий или что, не знаю. Вот. Ну, не знаю, для двуногих предел мечтаний. Не знаю, почему им нравится фотографироваться на фоне этой елды, но тут, наверное, Фрейд бы объяснил. А это вот буддийский храм, в который мы проезжали, я так немножко вам показал его мельком, а сейчас могу чуть-чуть подробнее рассказать. Это буддийский храм. Вот в 91 году ему дали такое звучное название Дацан Гунзен Чойней. В архитектурном плане это один из самых дорогих буддийских храмов, построенных в Европе. Обычно это деревянные кирпичные храмы, а Дацан в Петербурге построен из колотого гранита. До войны там было общество физкультурников, во время Великой Отечественной войны была установлена мощная военная радиостанция. В 60-е годы здание было передано Академии наук, где позднее находились лаборатории Зоологического института Академии наук СССР. А в 1968 году здание храма было объявлено памятником архитектуры местного значения. Ну вот мы едем дальше опять по улице Савушкина, в сторону Черной речки. Вот такие вот домики. Вот там дальше справа будет как раз двор, где жил Волька ибн Алеша, где и снимался старик Хоттабыч. Вообще, в принципе, все сцены снимались в Ленинграде, хотя действие происходит в Москве. Вот за исключением только первых сцен, где они там купаются. Вот трамваи у нас встали. Непонятно почему. Вроде машина стоит. Стоит, по идее, значит, что-то случилось. Ну, какое-то ДТП. Но вроде ничего не видно, никого не сбили, к счастью. Но стоят вон все. Трамваи, конечно, ужас. У нас таких не было в советское время. А сейчас что только тут не ездит. Все подряд и все такое вот какое-то ужасное. А касательно фильмов, в принципе, можно было бы вот так разные места, где снимались фильмы. А много же разных известных фильмов снималось в Ленинграде. Просто посмотреть и снять, как они выглядят сейчас. Для сравнения с кадрами из самих фильмов. Но не знаю, насколько это будет востребовано. Но старик Хоттабыч, да, вот тут он тоже был.
Я надеюсь, погода все-таки, весны не было, уже ее ждать поздно, но летняя хотя бы придет, и можно будет поснимать интересные места, показать вам, рассказать, что там было, с какими событиями, воспоминаниями связано, да и вообще просто, может, какая-то интересная информация всплывет. Не только для вас, но и для меня, потому что я также нахожу до сих пор много нового для себя. Ну а пока, до скорых встреч!